История Соки – это история мальчика. Маленького мальчика, который еще будучи ребенком, был лишен своей матери. Мальчика, который остался последним защитником своей деревни. Вся сюжетная линия Соки пропитана изрядной долей юмора, и нам, зрителям, с первых же минут преподносит его именно как комического персонажа, делая акцент на том, что он не маг и во многих ситуациях является совсем уж бессильным. Сока сначала выглядит этаким шутом, добавленным исключительно для того, чтобы поднимать интерес совсем еще маленькой аудитории. Но за этим образом шутника скрывается один маленький мальчик, который волей случая был вынужден бороться с огромнейшими трудностями, как для подростка. В его окружении он был чуть ли не единственным немагом, и как мы видели в 4-й серии 3-го сезона, ему было действительно тяжело принимать себя таким, какой он есть. Тем, кто не может ничем помочь своим друзьям в силу своей неспособности использовать магию. И это, скорее всего, и стало основной причиной того, почему он решил работать и стать сильнее. Вторая серия 1-го сезона показывает нам один очень важный эпизод в жизни Соки. Когда я смотрел этот момент в детстве, то я едва ли мог увидеть что-то значимое в этом моменте. Ведь даже здесь авторы добавили некий элемент юмора. Понять чувства и переживания Соки является очень трудным для зрителя, так как авторы, хотя и делая частенько намеки на его внутренние переживания, вплоть до начала 3-го сезона нам напрямую этого не показывают. Именно поэтому чаще всего, когда зритель слышит имя Соки, ему очень сложно представить кого-то помимо забавного парня с бумерангом. А ведь за этим образом скрывается один маленький мальчик, который имеет массу сомнений в своих действиях. Момент, когда Сока стоит на своей самовозведенной стене и храбро ожидает гигантский корабль Народа Огня, является невероятно сильным моментом, как для раскрытия персонажа, хоть это и не видно на первый взгляд. Сока – единственный способный сражаться воин в деревне, и он прекрасно это понимает. Он также полностью осознает, что только он может помочь своей деревне, и даже понимает то, что он едва ли устоит против всей той оравы людей огня, которые сейчас находятся на этом судне, он не отступает. Он знает, что обязан защитить свою семью и своих соплеменников, несмотря ни на что. Вообще, во всем сериале присутствует несколько эпизодов, которые так или иначе пытаются нам раскрыть прошлое Соки, а также его переживания. И целая серия, которая полностью посвящена Соки от начала и до конца. И это именно та серия, когда он учится мастерству меча у учителя Пиандао. Именно в этой серии нам впервые в серьезной форме показывают истинные переживания Соки. Особенно по поводу того, что он не обладает магией и во многих ситуациях просто не может ничем помочь. Когда он приходит к Пиандао, то признается, что ничего не умеет, и сомневается в том, что он вообще достоин обучения. Я ничего не умею. Дворецкий сказал, что я должен вам доказать, что я достоин. Но правда в том, что я совсем в этом не уверен. И это раскрывает нам его как нельзя лучше. Каким бы лучшим воином в деревне он себя не считал, Лучший воин в деревне. каким бы сильным он себя не выставлял, Сока всегда понимал, что он слаб, что он мало чего умеет, и признавшись об этом учителю, он, вероятно, признался и самому себе. Не нужно быть гением, чтобы понять, что поскольку Сока не владеет магией, то в мире, где каждый третий умеет управлять магией, крайне сложно выделиться и сражаться наравне с людьми, которые изначально были наделены каким-то талантом. Знаете, чтобы лучше вовлечь аудиторию в какой-либо фэнтези-мир, создатели часто вводят сюжет персонажа, с которым зритель может себя без проблем ассоциировать. Если подумать, то сложно себя ассоциировать с людьми, которые с детства сталкивались с управлением каких-то мистических магий, ведь в нашем мире такого, скорее всего, нет. Сока же, напротив, обычный парень, с которым вполне себя можно ассоциировать. Давайте также предположим, что магия в мультсериале «Аватар» является аллюзией на талант. Люди, которые обладают магией, это люди, у которых есть природный талант к какому-то делу. С другой же стороны, не маги — это те люди, у которых нет каких-то прирожденных выдающихся способностей. В такой парадигме ассоциировать себя с Сокой даже легче. Серия, когда он напрямую говорит, что не может делать те вещи, на которые способно его окружение, открыто демонстрирует нам то, что Сока считает себя бесталанным. Вы все, ребят, умеете делать какие-то необыкновенные вещи. Тушить лесные пожары, летать, заставлять другие вещи летать. А я не могу летать, понятно? И ничего я не могу. Когда же он приходит к учителю Пиандао, то тот сразу говорит ему, что, мол, давай выясним, что ты на самом деле умеешь. И учитель замечает, что Сока обладает другими качествами, которые отличают его от других. Ты показал гораздо больше. Находчивость, непосредственность, остроумие. Это видео называется «Как Сока стал лидером», и придумать более лаконичное название я, увы, не смог. Сока стал лидером во многом благодаря тем самым качествам, которые назвал Пиандао, а также ярому стремлению к обучению и готовности признавать свои ошибки, когда он действительно не прав.
На протяжении всего первого сезона Сока подозревает всех и вся и не доверяет каждому первому встречному, в отличие от его сопутчиков. Он сразу же заметил, что Джет не тот, за кого себя выдает, а также до самого конца не доверял гадалке из 14 серии первого сезона. Тем не менее, когда Сока видит, что он не прав, он признает это. Первые несколько серий он является сексистом, и когда он встречает девчонок, которые одолевают его без особых проблем, он признает, что был неправ. А также он внутренне понимает, что на самом деле не так уж силен. Именно готовность к обучению и признанию своих ошибок сыграли ключевую роль в становлении Соки как лидера. Когда ему предстояло рассказать всем повстанцам о плане вторжения, который он сам же и выработал, он не смог этого сделать. Его нервы и переживания взяли верх над уверенностью. Но даже несмотря на это, Сока выслушал речь своего отца. И когда буквально через полсерии ему нужно было опять взять на себя ответственность, он уже не сдрейфил и повел себя как настоящий лидер. Сока учится на своих ошибках, а также он открыт к обучению. Именно это и позволило Соке стать одним из самых выдающихся людей в мире Аватара, а также, вероятно, самым выдающимся немагом в принципе. Что еще делает Соку вожаком, так это его способность мыслить. Мало того, что он стал сильнейшим воином, он также был гениальным стратегом и генератором идей. И хотя он частенько мог сморозить какую-то чушь в самые серьезные моменты, он своей креативностью часто переворачивал самые безысходные ситуации в свою пользу. Говоря о Соке, нельзя также пренебречь тем, какой вклад в его становление внесла Катара. Когда мать Соки и Катара были убиты, а их отец отправился на передовую, Катара стала той, кто заменил Соки его маму. И сейчас, когда я пытаюсь вспомнить маму, мне приходит в голову только лицо Катары. Также, безусловно, очень важную роль в становлении Соки сыграли его друзья, которые часто направляли его на правильный путь. И именно благодаря поддержке своих друзей он смог реализовать себя в полной мере. История Соки – это история маленького мальчика, который прошел невероятно огромный путь от брошенного всеми ребенка до одного из влиятельнейших людей его мира. Сока показал нам, что даже если ты не имеешь особого таланта, даже если ты объективно слабее людей, которые окружают тебя, это не значит, что ты не можешь реализовать себя. Это отнюдь не значит, что ты бесполезный и в целом неудачливый. Ведь все, что тебе нужно, это капля креатива и находчивости. Вот и все. Это были мои мысли по поводу становления и развития Соки на протяжении всего мультсериала. Если у вас есть какие-то другие мысли по этому поводу, то смело можете спускаться в комментарии и оставлять там свое мнение. И еще, если вы являетесь активным пользователем английского ютуба, то вы, возможно, видели видео, которое называется How Sokka Became a Leader, что переводится как Сока стал лидером. Так вот, чтобы предотвратить тонну гневных комментов, то сразу скажу, что кроме одинаковых названий в наших видео ничего общего нет. Я даже не смотрел этот ролик, поэтому понятия не имею, что этот парень вообще говорил. Как-то так. Ну, и совсем недавно я создал свою собственную группу ВКонтакте, где я выкладываю и буду выкладывать всякие новости, связанные с каналом. Там будут проводиться всякие опросы, обсуждения, анонсы и так далее. Поэтому, если интересно, то ссылка в описании. А на этом у меня все. Еще увидимся.